Это «Наше время». Итоговый на сегодня выпуск. В студии Каролина Король. Я приветствую зрителей и сразу переходим к важным новостям. С августа прошлого года украинские подразделения ведут боевые действия на территории противника. И это один из самых больших украинских результатов за время этой войны. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении. По словам президента Украины, совершенно справедливо перенести войну туда, откуда она и пришла. Наша Сумщина – один из напрямков. Наша Сумская область – одно из направлений, где многое решается. Я лично хотел быть здесь, лично хотел поблагодарить наших воинов. ДШВ, 80-я бригада, 82-я, морская пехота, 36-я бригада и все те, кто выполняет задачи в Курской области, кто защищает наше государство, кто защищает нашу Сумскую область от постоянного желания россиян зайти в Украину из этих направлений. Я хочу поблагодарить всех наших солдат, всех наших сержантов, каждого нашего офицера, которые абсолютно героически воюют на этих направлениях. С августа прошлого года наши подразделения ведут боевые действия на территории врага. Это один из самых больших украинских результатов за время этой войны. Совершенно справедливо перенести войну туда, откуда она и пришла. Говорили сегодня с командирами наших подразделений на этом направлении. Основные потребности, дополнительное обеспечение, поставка техники, дроны, оперативные вопросы. Работаем для защиты наших позиций. Также Владимир Зеленский заслушал доклад о ходе Курской операции, в частности, об активных действиях в определенных районах. Президент Украины поблагодарил все подразделения за стойкость и за месяц выдержки. Ранее президент Украины Владимир Зеленский побывал в Черниговской области. Он посетил село Ягодное, которое было оккупировано российскими войсками весной 2022 года. Там, в подвале местной школы, захватчики почти месяц удерживали более 350 местных жителей. За это время умерло 10 человек, еще 17 были расстреляны. Владимир Зеленский отметил, что село до сих пор восстанавливается после российской оккупации и страшных преступлений, которые здесь происходили. По его словам, за 27 дней оккупации россияне нанесли много вреда, разрушили дома. Из 150 поврежденных и 16 разрушенных домов сейчас восстановлены 56. Четвертый год под прицелом российских войск Гуляйполе Запорожской области. От линии фронта до города считанные километры. Несмотря на то, что из населенного пункта уже выехало большинство жителей, из Гуляйполя продолжается эвакуация мирного населения. О том, как живет прифронтовой город, смотрите в материале. Гуляйполе – город Запорожской области, который ежедневно обстреливается российской армией. Захватчики, используя тактику выжженной земли, буквально забрасывают его всем, что есть у них на вооружении. Летит на территорию Гуляйпольской общины все. FPV-дроны, артиллерия, грады, РСЗО разные. Последний месяц активно летели управляемые авиабомбы разного калибра, разного тоннажа. Тем не менее, по данным полиции, сейчас в городе остается порядка 1000 мирных жителей. Чтобы укрыться во время тревоги, люди приходят в центр несокрушимости. Его для жителей открыли в одном из бомбоубежищ. Здесь можно согреться и зарядить свои гаджеты. Анатолий Татаркин наведывается сюда несколько раз в неделю. Раньше приезжал на машине, но теперь приходится ходить пешком. Недавно бомба взорвалась рядом с его автомобилем. Коли дивлюсь рядом, метрів 5, машина горить уже. Смотрю, рядом метров 5 машина горит, уже полностью вся в огне. Я ключ в замок, смотрю, скаты все полные, зажигание загорелось. Я на стартер, она завелась. Я в машину и быстро оттуда. Как и остальные жители Гуляйполя, Анатолий давно переселился в погреб. В доме находиться опасно. Туда мужчина поднимается лишь когда нет воздушной тревоги, чтобы приготовить себе еду. Электричества в городе нету, поэтому приходится использовать автомобильный аккумулятор. Оце я тут сплю. Секрет открываю. Вот я здесь сплю, секрет открываю. Грелка в мене. Я грію. Воду? Воду. Вот грелка у меня. Я грею воду, в бутылки наливаю и ложусь. Термометр у мене є. Було 9 градусів.
Термометр у меня есть. Было 9 градусов. После полномасштабного российского вторжения Анатолий Татаркин уезжал из Гуляйполя, но спустя несколько месяцев вернулся. Теперь, когда обстрелы усилились, снова подумывает об эвакуации. В полиции говорят, за последнее время число желающих уехать увеличилось. Нам людина зателефонувала, повідомила, що вона бажає евакуюватися. Нам люди звонят, сообщают, что желают эвакуироваться, и мы выезжаем на место. Договариваемся, куда и как будем ехать. Забираем этих людей в оговоренное время и отвозим, куда им необходимо. До полномасштабного российского вторжения в Гуляйполе проживало около 16 тысяч человек. Сейчас же там остаются в основном люди пенсионного возраста. В город продолжают постоянно ездить волонтеры, снабжая местных жителей продуктами и предлагая выехать в более безопасное место. Олег Притыкин, Борис Яковенко из Запорожской области для телеканала Freedom. Силы обороны Украины придерживаются условий так называемого энергетического перемирия. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ. Там отметили, что информационные ресурсы противника продуцируют фейки о поражении Украины энергетических объектов в России и на оккупированных ею территориях. В частности, МИД Российской Федерации подготовил очередную псевдосводку о надуманных ударах по ряду российских нефти, газа и электропредприятий. Силы обороны Украины неуклонно придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей и не наносили ударов по энергетическим объектам как на территории РФ, так и в пределах временно оккупированных регионов Украины. Огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии. В то же время фиксируются многочисленные нарушения этих договоренностей со стороны россиян. Дипломатическое ведомство страны-агрессора традиционно распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы переложить на Украину собственную вину за срыв мирного урегулирования и продолжить захватническую войну против нашего государства. Из заявления Генерального штаба ВСУ. 62 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Подробно о событиях на передовой смотрите в сюжете. Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Опубликованные геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись на юго-восток от Котлина и на юго-запад от Покровска. Возле Покровска боевые действия ведутся уже практически полгода, если не больше, кстати. И каких-то продвижений, каких-то успехов россияне там не имеют. Наоборот, мы сделали, как минимум 4 контрудара. Отвоевали некоторые позиции, которые до этого были потеряны. Это біля Котлина, біля Лысивки. На Лиманском направлении российские войска атаковали вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка и в сторону Зеленой долины. На Торецком силы обороны отбили штурмы противника в районах Дружбы, Делеевки, Торецка и Леонидовки. На Покровском направлении шли бои у Тарасовки, Елизаветовки, Успеновки и Александрополя. Мы видим, что от где-то 30% до 50% всех боевых столкновений происходит самое на Покровском, возле Покровска. Честно говоря, логику тяжело понять россиян. У них не получается захватить этот населенный пункт, но тем не менее они активно продолжают вложить сотни тысяч людей и без какого-то продвижения. Российские оккупанты предприняли тщетную попытку штурма в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. Противник задействовал около 2 взводов личного состава и бронетехнику. Подтвержденные потери захватчиков в бронетехнике: поражено 12 единиц, из них полностью уничтожено 7. В живой силе россияне потеряли 18 человек, еще 7 получили ранения. Воины 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ впервые сбили редкий российский беспилотник «Альбатрос М5». Военные отметили, что этот дрон-разведчик оборудован нейросетью, которая в реальном времени фиксирует звуки и анализирует изображения. Однако, как отметили в 63-й бригаде, их зенитчики все равно смогли уничтожить этот дрон и опубликовали кадры его сбивания. Уничтожение рэбов дает возможность нам атаковать прицельно и точно уже российские позиции. Тут достаточно очевидные вопросы, но вот у россиян рэбов, к сожалению, пока хватает, и нам достаточно сложно использовать наши беспилотники, поэтому я так понимаю, что будем сейчас сосредотачиваться в самом уничтожении рэбов.
или на усиление производства наших дронов с оптоволокном. Дрон на оптоволокне, он не такой маневренный, очевидно, и не такой скоростной, но он полностью защищен от рыбы. Операторы БПЛА «Феникс» бригады «Помста» продемонстрировали работу в районе Серебрянского лесничества. Во время боев украинские воины смогли уничтожить реактивную систему залпового огня «Град», минометы, боевые машины пехоты, 2 десятка военных грузовиков, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов. А за минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали 1390 российских военных. Общие боевые потери противника уже превысили 919 тысяч человек. Кроме того, украинские защитники уничтожили 6 танков, 22 боевые бронированные машины, 49 артиллерийских систем и 1 реактивную систему залпового огня. Также 92 беспилотника и 88 единиц российской авто, спецтехники и цистерн с топливом. О насущных потребностях Украины рассказал глава оборонного ведомства Рустем Умеров участникам заседания министров обороны стран Европейского Союза. Оно проходит в Варшаве в рамках представительства Польши в Совете ЕС. По словам министра, сейчас, как никогда ранее, необходимо совместно укреплять Украину, усиливать давление на Россию и координировать действия в сфере безопасности. У нас есть четкий план действий, направленный на принуждение России к реальным переговорам. Вместе с партнерами мы сосредоточены на 3 ключевых целях: удержание линии фронта, защита украинского неба, создание мощной системы ПВО для безопасности городов, экономики и армии и развитие дальнобойных возможностей для поражения логистики и уничтожения наступательного потенциала противника. Рустем Умеров, министр обороны Украины, в Телеграм. Дональд Трамп официально объявил о начале тарифной или торговой войны одновременно практически со всеми государствами мира, введя пошлины от 10 до 50% на импорт в США. На собрании под названием «Сделаем Америку богатой снова» Трамп подчеркнул, что он стремится защитить Соединенные Штаты от иностранных товаров и объяснил свою логику тем, что якобы иностранные лидеры воровали рабочие места американцев, а иностранные мошенники разграбили их заводы. Согласно новой тарифной политике Белого дома, государства Европейского Союза получат таможенный тариф в 20% для экспорта в США, а Китай – 54%. Таможенный тариф для Украины составит 10%. Отмените собственные пошлины, уберите барьеры, не манипулируйте своими валютами. Они манипулируют своими валютами так, что в это даже трудно поверить. И это очень-очень плохо и наносит огромный ущерб нам. Начните закупать на десятки миллиардов долларов американских товаров. Пошлины обеспечивают нашей стране защиту от тех, кто стремится нанести нам экономический ущерб. А таких людей было много. Возможно, не так явно, но они наносили колоссальный экономический вред. Также Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике США из-за угрозы торгового дефицита. Об этом заявили в Белом доме. И напомню, что введение масштабных пошлин на импорт привело к снижению курса доллара и цен на нефть. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала новые тарифы серьезным ударом по мировой экономике. В своем заявлении она сказала, что последствия от решения США будут ужасными для миллионов людей по всему миру. Поднимутся цены на продукты, возрастет инфляция. Глава Еврокомиссии добавила, что крупные и малые предприятия пострадают с первого же дня. При этом она отметила, что ЕС всегда готов к переговорам с Соединенными Штатами, но в то же время подчеркнула, что Евросоюз может ответить. Мы всегда были готовы вести переговоры с Соединенными Штатами, чтобы устранить оставшиеся барьеры в трансатлантической торговле. В то же время мы готовы ответить. Мы уже завершаем первый пакет в ответ на тарифы на сталь. И сейчас мы готовимся к дальнейшим контрмерам для защиты наших интересов и нашего бизнеса, если переговоры не увенчаются успехом. В МИД Финляндии также надеются, что после тарифов Трампа еще будут переговоры. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен воздержалась от катастрофических оценок пошлин, анонсированных президентом США, и надеется, что после них еще будут переговоры. В то же время она отметила, что считает неправильным введение торговых барьеров между союзниками, хотя считает, что торговая война не испортит отношения между союзниками в НАТО. Премьер страны Петри Орпо
Лавров также выразил надежду, что торговой войны все еще можно избежать путем переговоров. Китай призвал Соединенные Штаты Америки немедленно отменить тарифы и пообещал принять контрмеры для защиты собственных интересов, сообщает Reuters. В Министерстве торговли КНР заявили, что США игнорируют баланс интересов, достигнутый на многосторонних торговых переговорах в течение многих лет, и тот факт, что они уже давно получают значительную выгоду от международной торговли. Китай неоднократно подчеркивал, что в торговых и тарифных войнах нет победителей и нет выхода из протекционизма. КНР призывает США исправить свои неправильные практики и вести переговоры со странами по всему миру, включая Китай, чтобы разрешить торговые разногласия на равноправной, уважительной и взаимовыгодной основе. Сложно, но не критично. Так прокомментировала новые пошлины США министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она объяснила, что для Украины будет действовать общая пошлина на уровне 10%. Каких-то отдельных более высоких тарифов в отношении Украины нет. Украинские пошлины на американские товары достаточно низкие. На автомобили ставка 10%, на уголь и нефть 0%. Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия. Юлия Свириденко, министр экономики Украины, Facebook. Тем временем министр финансов США Скотт Бессент раскрыл ближайшие планы относительно соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и Соединенными Штатами. Он заявил, что делегация Украины в конце этой недели либо в начале следующей совершит визит в США для обсуждения соглашения о редкоземах. Бессент подытожил, что это соглашение очень важно для американского и украинского народов, а также для мирного процесса. В Брюсселе стартовала встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Уже прошла сессия и с участием представителей Индо-Тихоокеанского региона – Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи. Во вступительном слове генеральный секретарь НАТО отметил, что российское вторжение и поддержка, которую российская военная машина получает от Китая, Северной Кореи и Ирана, показывает, что безопасность Евроатлантического и Тихоокеанского регионов сегодня связаны как никогда ранее. Украина – одна из главных тем для обсуждения, о чем уже удалось договориться участникам встречи, узнавал корреспондент телеканала Freedom Европе Виталий Сизов. И прямо сейчас у нас есть возможность узнать у Виталия детали. Виталий, приветствую. Тебе слово. Да, добрый вечер, Каролина. Действительно, Марк Рютте, он говорил, что какую бы тему ни обсуждали, будь то ситуация в Тихоокеанском регионе, либо увеличение расходов на оборону, так или иначе, все это будет связано с Украиной, с укреплением ее оборонных возможностей, потому что, если мы говорим о безопасности в Европе, то это так или иначе об Украине. Если об увеличении военного производства, увеличении оборонных расходов до 5% ВВП, как этого хочет США, то это тоже об увеличении помощи для Украины. Сейчас в штаб-квартире НАТО уже стартовал рабочий ужин в формате Совета Украина-НАТО. О его повестке рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который здесь уже проводит встречи. По его словам, Украина будет добиваться мира, но с гарантиями безопасности и мира устойчивого. I came to NATO headquarters to talk about peace. Я приехал в штаб-квартиру НАТО, чтобы поговорить о мире, справедливом, долгосрочном, всеобъемлющем мире. Как его достичь и как его поддерживать? Украина продемонстрировала свою готовность достичь мира. Мы приняли предложение США о полном временном 30-дневном прекращении огня без каких-либо условий. Это предложение все еще на столе, но мы видим, что вместо того, чтобы принять это, Путин говорит о требованиях и условиях. Россия должна серьезно отнестись к миру. Для этого пришло время усилить давление на Москву. Сибига подчеркнул, что Украине есть что предложить Европе в плане укрепления обороны и безопасности. Он подчеркнул, что Украина, она не только просит, но уже обеспечивает безопасность в евроатлантическом регионе. У Украины очень привлекательный военно-промышленный комплекс, который может работать на объединенную Европу, и армия 800 тысяч
солдат, которая уже де-факто защищает Европу. Украинский министр подчеркнул, что сейчас вопрос не в том, хочет ли Москва атаковать Европейский Союз, а в том, чтобы быть готовыми к такому развитию событий. Для этого важно сделать так, чтобы Европа и Украина, как составная часть Европы, ее неотъемлемая часть, были самодостаточными в плане оборонных возможностей. Now is the time for diplomacy, but also pressure and deterrence. Сейчас время дипломатии, но также давление и сдерживание. Пока внимание СМИ приковано к мировым торговым войнам, мы не должны забывать, что в Европе идет настоящая полномасштабная война. Россия остается экзистенциальной угрозой для Европы. Каждый день в Украине это российские бомбы, беспилотники, постоянные ракетные угрозы, сотни шахедов каждую ночь. Это нельзя игнорировать. И, конечно, мы ожидаем решительного ответа. Сегодня на Совете НАТО-Украина я сосредоточусь на самодостаточности Украины и Европы. Госсекретарь США Марко Рубио, который впервые принимает участие во встрече такого формата в Брюсселе, тоже хотел бы, чтобы Европа стала более самодостаточной в плане обороны. Он опроверг слухи о том, что Вашингтон якобы хочет покинуть альянс. По словам Рубио, задача США сделать НАТО более активным союзом, увеличив расходы на оборону до 5% от внутреннего валового продукта. Соединенные Штаты также активны в НАТО, как и раньше. И часть этой истерии и преувеличений, которые я вижу в мировых СМИ и некоторых внутренних СМИ в Соединенных Штатах по поводу НАТО, не обоснованы. Президент Соединенных Штатов Трамп ясно дал понять, что он поддерживает альянс, но мы хотим, чтобы он стал сильнее. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде перед встречей рассказал, что его интересуют детали переговоров в Саудовской Аравии между США и Украиной и США и Россией. Он надеется узнать подробности. Для него важно, чтобы это было не просто прекращение огня, а установление действительно продолжительного мира. Поскольку мы приближаемся к ситуации, когда могут быть разговоры о прекращении огня и, возможно, даже о мире, мы все твердо убеждены, что это будет мир, который будет справедливым для Украины в соответствии с ключевыми международными принципами, и что это может быть прочный мир, который мы сможем гарантировать, чтобы мы не просто увидели паузу в боевых действиях. Вопрос сдерживания России, а значит и гарантий для Украины, один из главных, которые обсуждают сегодня. Никто из участников встречи не говорил, что он верит, что даже в условиях прекращения огня Москва перестанет быть угрозой для безопасности Европы и региона. Здесь все 32 страны сосредоточены на том, как защитить территорию НАТО от россиян, нашей долгосрочной угрозы, которая будет сохраняться даже после того, как, я надеюсь, будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Угроза со стороны России будет существовать еще много лет. Как мы видим, оценки у Андрея Сибиги и других участников встречи, они сходятся в отношении Москвы. Сейчас продолжаются дискуссии, обед идет, рабочий ужин уже идет больше часа. Его итоги будут подведены завтра, когда Андрей Сибига будет общаться с прессой. Об этом мы расскажем уже, о конкретных решениях технических, о новых обязательствах и пакетах помощи. Каролина. Благодарю, Виталий. Зрителям напомню, что с нами на связи был Виталий Сизов из Брюсселя. Рассказал о том, как проходят встречи министров иностранных дел стран НАТО. А мы переходим к... Эстония планирует создать систему защиты против баллистических ракет, закупив комплексы противовоздушной обороны большой дальности. В Государственном центре оборонных инвестиций страны подтвердили намерение приобрести такие средства. Эстонии необходимо ПВО, способное поражать цели на расстоянии до 100 километров и высотой до 20 километров. Сейчас внимательно изучают системы Patriot, SAM-T, а также израильскую Праща Давид.
А Вашингтон ввел новые санкции в отношении ряда российских юридических лиц. Те, кто попал в черный список, не могут проводить любые финансовые операции в рамках банковской системы США. Кроме того, их активы в стране блокируются. Под ограничение попали 4 физических и 3 юридических лица, а также 1 сухогруз. В то же время фактически все, кто оказался в данном списке, связаны с кражей зерна с временно оккупированных территорий Украины и его поставками в Йемен. Детальнее об отношениях между Вашингтоном и Москвой расскажет Лариса Петрук. Кирилл Дмитриев, член российской переговорной группы и по совместительству председатель Российского фонда прямых инвестиций, посетил Вашингтон, где встретился со Стивом Уиткофом. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на комментарии 2 американских чиновников. По информации издания, переговоры состоялись 2 апреля на фоне усилий Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины. О чем именно говорили на встрече, Reuters не сообщает. Его визит состоялся после того, как президент Дональд Трамп выразил свое разочарование темпами переговоров о прекращении огня, заявив в воскресенье, что он зол на Путина, и поднял вопрос о возможности введения санкций против тех, кто покупает российскую нефть. Белый дом поручил Госдепартаменту выдать Дмитриеву краткосрочную лицензию на поездку в страну, необходимый шаг, поскольку Дмитриев находится под американскими санкциями, из материала Reuters. Соединенным Штатам придется ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, если Кремль не выполнит договоренность о прекращении огня, заявил ранее Дональд Трамп. Кроме того, по словам президента США, существует так называемый психологический срок того, когда Вашингтон перестанет надеяться на выполнение Россией условий перемирия. К усилению давления на Кремль Белый дом призывают европейские политики и подчеркивают, нарушением договоренностей Путин посылает сигнал лично Трампу. Несколько недель назад Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня, в то время как Россия продолжает совершать военные преступления. И я считаю, что сегодня Россия должна Соединенным Штатам Америки, которые взяли на себя обязательство достичь прекращения огня, дать четкий ответ о том, хочет ли она идти по пути мира, да или нет. Мы видим, что американцы пытаются достичь мирного соглашения. Иногда кажется, что они просто обязаны пройти через такие уроки Путина, чтобы понять, кто такой Путин. Путин, на мой взгляд, сейчас просто откровенно издевается над американцами. Одна хорошая вещь заключается в том, что когда американцы начали вести себя не так, как мы привыкли, когда в наших отношениях стало больше искренности, европейцы были тронуты. Сейчас мы видим гораздо больше правильных и необходимых усилий по объединению и демонстрации нашего лидерства. Андрюс Кубелюс, европейский комиссар по вопросам обороны, в интервью литовскому национальному телевидению. Тем временем аналитики Bloomberg предполагают, российский диктатор не воспринимает всерьез угрозы Трампа об ужесточении санкционного давления. Наоборот, рассчитывает на смягчение риторики Белого дома. Кремль не беспокоит угроза Трампа ввести карательные вторичные санкции против российской нефти в связи с отсутствием прогресса в деле прекращения огня, говорят собеседники. Тем не менее, Путин понимает, что Трамп – его лучший шанс положить конец войне и хочет продолжить дипломатию, сказали они и попросили не называть их имен, обсуждая внутреннюю политику. Кремль ожидает от США новых уступок, включая ослабление санкций и приостановку поставок оружия в Украину, из материала Bloomberg. В одном из последних отчетов аналитики Института изучения войны отмечали, Кремль явно не готов к соблюдению режима прекращения огня в ближайшие недели. Более того, с момента встречи делегаций в Эр-Рияде российская армия несколько раз наносила удары по украинским энергообъектам. Фактически Путин унижает Трампа и делает это сознательно. Он бьет по энергоинфраструктуре дальше и выдвигает новые сумасшедшие условия. Его пропагандисты на эфирах смеются над командой Трампа, а самого президента США называют врагом и болтуном. Выход из-под санкций РФ нужен только для дополнительных инвестиций в войну. Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации, в Telegram. В Институте изучения войны также отмечают, что чиновники администрации Трампа на условиях анонимности признают, что Путин активно сопротивляется усилиям США по достижению мирного соглашения. Кроме того, в Белом доме считают, что санкций может быть недостаточно для того, чтобы эффективно надавить на Кремль. Лариса Петрук для телеканала Freedom.
Подписывайтесь на телеграм-канал Freedom. Для вашего удобства опубликовали QR-код на экране. Просканируйте его с помощью камеры смартфона. В нашем телеграм-канале все время обновляется лента новостей. Вся информация достоверна и проверена. Подписывайтесь. На этом я ставлю точку. Эфир продолжит моя коллега Татьяна Иванская. Смотрите информационный марафон и оставайтесь на стороне правды.